Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня пришло время для очередной серии нашего мегапопулярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас?». И вам необходимо, как всегда, сконцентрировать ваше внимание на мужчине, которого вы хотите сегодня посмотреть. Что меняется в его жизни, какие энергии сейчас его окружают, что думает о вас и так далее. Все по нашему плану обычному. Благодарю вас, мои дорогие, за донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне такие подарки бесценные. Дай Бог вам миллионы раз больше. Благословения от Вселенной. Благодарю моих спонсоров. Благодарю вас за комментарии, за лайки, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень нежно всех люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте сразу смотреть с дна колоды, как комментарий. Тройка кубков. Ну что, конечно, для части зрителей сегодняшних может быть так, что, к сожалению, но в вашей жизни присутствует треугольник. Соответственно, в жизни мужчины есть две женщины, или же в вашей жизни есть двое мужчин. Также по этой же карте у мужчины может быть хорошее легкое времяпрепровождение. Возможно, с кем-то выпил чашечку кофе, а может быть что-нибудь покрепче. Или прям хорошая гуляночка намечается, или уже была вот совсем недавно. Для кого-то из ваших мужчин этот аркан может отыграться таким образом, что у него у самого намечается некий праздник. Ну, не знаю, возможно, день рождения или день рождения кого-то из близких детей его. Или же, в принципе, какая-то такая дата, которую он может отметить приятно в компании приятных ему людей. Но вообще, конечно, смотрите, как в вашей ситуации, но может быть и то, и все вместе взято. Что за мужчина, как сейчас себя проявляет, какими энергиями окружен? Мужчина сейчас находится на этапе выбора чего-то или же принятия решения, но пока сдерживается это делать, потому что, как считает, не совсем время. И для очень многих из ваших мужчин это может касаться материальной сферы, а может касаться и эмоциональной сферы. Если материальная, здесь может быть множество разных вариантов. Ну, к примеру, ему нужно кому-то дать взаймы или самому взять в долг, или кредит, или просто у кого-то взять. Но пока он не решается или не получается, но скорее не решается это сделать. Или же потратить деньги на что-то, и пока он не решается. Хотя планы такие масштабные у него весьма и весьма. Но пока он понимает, что не время. Еще у мужчины могут быть, в принципе, масштабные планы, новые на что-то. Но для этого нужны деньги. И он понимает, что нужно поэкономить. Прямо сейчас нужно поэкономить, потому что потом может потребоваться большая сумма на гораздо более нужные вещи. Или же на это же, но большая сумма. Что уходит из его жизни, что приходит наоборот. Да, здесь все полностью о материалке. Здесь мало для кого будет отыгрываться именно сфера эмоций, чувств, потому что больше идет о материальном мире, о его материальных делах, о его каких-то планах по материалке. Но у него не очень-то, во-первых, получается их сейчас реализовать, эти планы. А во-вторых, недостаток денег, что-то здесь по деньгам. Или сэкономить, или их недостаточно для того, чтобы воплотить в реальность планы. В общем, здесь полностью все сейчас об этом. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Для многих из ваших мужчин здесь может быть так, что день рождения или у него, или у его родственников, у его детей. А еще здесь история сложная, любовного характера. Опять выходит тройка. Бывает, что не каждая позиция подходит всем в этом раскладе, как и в любом общем раскладе. Так вот, что происходит в его жизни прямо сейчас? Больше идет сейчас речь для тех, у кого есть треугольник, и мужчина по справедливости, в общем-то, по заслугам сейчас получает по шее за какие-то свои поступки в этом треугольнике. То есть на душе плохо, что-то его беспокоит, что-то его волнует. Как бумеранг ему прилетел за его нехорошее поведение. Или же, если нет треугольника, то здесь речь идет о том, что возможно, обижал как-то любимую женщину, что-то сделал не совсем верное в отношении женщины, которая
любимая им, но самое главное, к нему испытывает эмоции искренние, открытые, чистые, красивые. Так вот, за эту женщину этот мужчина получил бумеранг. Получает сейчас. Что-то прилетело, какая-то обратка ему прилетела. Первый ряд — это вы в 99% случаев, поэтому здесь вполне возможно касается вас. Конечно, если вы давным-давно в расставании с мужчиной, и ничего о нем не знаете, что там у него происходит, возможно, это касается другой женщины, но для большинства из вас это будете вы. То есть за вас получает он по шее от высших сил. Да, грубо сказано, оно так и есть. Или получит в ближайшее время. Бумеранг никто не отменял. Нам не нужно никому желать зла и наказания, но бумеранг никто не отменял. Он существует, и он работает, ого как. Что мужчину сейчас волнует? Что его волнует? Очень много думает о прошлом, сожалеет о том, что делал ошибки, думает о тех прекрасных моментах, волнующих, замечательных. Это именно в отношениях с любимой женщиной, которые у него были. Его волнует прошлое сейчас. Он постоянно обращается к прошлому. У него ностальгия по многим вещам, которые были в прошлом. И вот то, что он не может от этого прошлого отвязаться, забыть, это его сейчас и волнует. Еще, поскольку мы здесь бумеранг увидели, мог прилететь некий звоночек из прошлого. По делам же сейчас ему преподнесут подарки вот такого характера, как мы увидели. Что этот мужчина скрывает от вас? Планы свои новые, так сказать, наметки, проекты. Что-то задумал мужчина, что-то новенькое, пока скрывает от вас. Вполне возможно, для вас это будет сюрпризом. Вполне возможно, для вас это станет явным в дальнейшем, но пока он это от вас скрывает. А что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит? Что любит вас? Что любит? Что любимая вы его женщина, нежно любимая, что вызываете у него особые эмоции, нежность в его сердце. Почему молчит? Почему не может сказать этого? Ну, для многих из вас не может сказать, потому что вы с ним расстались. Рухнуло все между вами. Это, во-первых. А во-вторых, если вы продолжаете с ним отношения, то значит, он боится, что если будет говорить вам много таких слов, то в итоге вы можете его бросить, надоест вам. Я сейчас немножко утрирую, но что-то в этом роде. То есть он боится разрушить то, что есть сейчас между вами, некую такую стабильность, даже если она не очень приятная для вас, да и для него тоже. Но рушить то, что есть сейчас, какие-то резкие изменения он носить не хочет. А понимает, что если он скажет «я тебя люблю», а не говорил вам этого уже 10 лет или вообще никогда не говорил, то это может нарушить... то даже если у вас болото ква-ква-ква с лягушками жирными в ваших отношениях, неприятными, да, все равно ему даже это болото нарушить не хочется. Вот что есть, то есть. Не хочет мужчина резких перемен. Скажет «люблю», все. Это значит, вы или в ответ ему что-то скажете, или наоборот скажете «а я тебя не люблю», или возгордитесь. Ну, в общем, каким-то образом это может изменить хрупкий баланс энергии, который, по его мнению, сейчас может быть в ваших отношениях. Если же вы расстались с ним, именно поэтому он и не может вам сказать, что вы его любимая. Думает ли о вас этот человек? Если да, то что думает? С любовью думает. Сегодня история о том, что, надо же, не март на дворе, май, а у мужчины просыпаются очень нежные чувства к вам. Причем бушуют. Нет, какой там просыпаются? Проснулись и бушуют. Думает ли о вас? Конечно. Думает с любовью, как о любимой женщине. Что-то такое прям происходит сейчас с мужчиной, или же в ближайшее время нас ждет такой поворот. Я так влюблен, я потерял покой и сон. Надо же, надо было довести до башни сначала, да, для того, чтобы теперь осознать, что влюблен. И думает о вас, как о любящей. Как о любящем человеке, о любящей женщине, что вы пара, что вам хорошо вместе, что вы семья, ну что вы пара. В первую очередь семья — это уже отдельный разговор. Какие эмоции сейчас к этому еще мы добавим? Да, здесь именно та самая история, что имеем, не храним, потеряем, плачем. Здесь мужчина сейчас думает и испытывает эмоции по поводу того, что не дай бог он вас потеряет. Если потерял, то именно сейчас он понимает, какое сокровище он потерял, что он потерял любовь свою. Если пока не потерял, у него есть такие мысли,
о том, что он может вас потерять, и соответствующие эмоции по этому поводу. Эмоции непростые, очень сложные. То есть здесь боязнь вас потерять. Если уже потерял, значит, что имеем, не храним, потеряем, плачем. Сейчас пришло осознание. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что? Может говорить. А он может говорить с кем-то, кто искренне к нему расположен. Может быть, его друг или же человек помоложе его. Ну, такой искренний, открытый, хороший человек, с кем он может делиться своими радостями и горестями. Говорит слова хорошие о вас. Хорошо отзывается. Если есть дети общие у вас, он может говорить о вас с детьми. Наблюдает ли за вами? Интересует ли его ваша жизнь сейчас? Не наблюдает, девочки. И более того, не хотел бы получать о вас информацию, потому что есть боязнь, что его, возможно, она не порадует. Здесь есть страх, что вдруг получу какую-то информацию, и она окажется для меня отнюдь не радостной. Нет, сейчас особо не вижу, чтобы наблюдал, следил. Возможно, в другие периоды, но не сейчас. В эти дни, вчера, сегодня, завтра, когда проснулся, первая мысль о вас была? Когда засыпал вечером, думал ли о вас в течение дня? Да, мысли о вас были. Но здесь, знаете, для многих из вас, возможно, между вами расстояние. Да, для многих из вас может быть. Он думал об этом расстоянии, которое вас разделяет, или физическое, или ментальное. Хотел бы приблизиться к вам. Если вы с ним в расставании, то здесь мужчина в течение дня думал об известии. Он в ожидании известия от вас находится, этот человек. Но вообще мысли, да, в течение всего дня были мысли о вас. И о его материалке были, о его делах. Тут он чем-то занимался таким в течение дня. Но мысли о вас были. Да, мысли хорошие, девочки. Хорошие. Здесь ценность ваша осознается этим мужчиной в его жизни. Так, теперь давайте спросим, атмосфера в доме у него, как он себя чувствует? Все ли у него в порядке дома, если вы живете в разных домах? О, ну вы знаете, можно сказать, в Багдаде все спокойно. Мой дом, моя крепость. Он так считает, но тут есть такой моментик. Возможно, мужчина как-то слишком сосредоточен сейчас на материальных вещах. Могут быть поступления, но эти поступления недостаточные для воплощения тех планов, которые он рассчитывает воплотить в жизнь. Могут быть поступления, если день рождения, допустим, то подарки могут быть. Но как-то мужчина слишком зациклился сейчас на материалке. У него в голове что-то вот по поводу его дел постоянно. Так уж прям слишком не стоит зацикливаться на этих вещах. Но вообще обстановка неплохая. Дома он чувствует себя сейчас защищенным. Если находится дома, конечно. Так. Напоминаю, что это общий расклад, и, конечно, не каждая позиция может относиться к вашему мужчине, но в общих чертах да. Теперь давайте переходить к вопросам для тех, кто в расставании находится. Если вы сейчас с ним в расставании, он хотел бы вас вернуть? Как он может не хотеть вас вернуть, когда только вы можете приручить, усмирить такого дикого зверя, как он? Льва. Да, конечно, хотел бы. У него очень сильное притяжение к вам, влечение. Он с этим, он не властен над этим. Он очень-очень, его очень к вам тянет. Поэтому да, конечно. Он даже сам не может себе объяснить, что такое его тянет к вам. Какая непреодолимая сила его так влечет к вам. Хотел бы, конечно, вас вернуть. А можно ли ожидать от него действий? Ну, здесь 50 на 50. Для половины части зрителей сегодня, аудитории сегодняшней, могут быть действия, для половины нет. Потому что мужчина пока решается на действия и пока взвешивает все за и против. Могут быть действия, могут и не быть, но это не значит, что он не планирует. Он планирует действия. Еще обдумывает, как сделать бы похитрее, помудрее, поумнее, чтобы эти действия дали результат нужный. Ждет ли от вас первого шага? Да, ждет. Хотел бы, чтобы вы сделали первый шаг. Прям очень хотел бы.
Да, считает, что это было бы очень здорово. Ну, давайте спросим, а вам стоит первый шаг сделать? Редко задают этот вопрос, но все-таки спрошу. Если очень хочется, стоит ли сделать первый шаг? Но аркан-отшельник нет. Все-таки лучше сдержаться и первый шаг не делать. Но поскольку у мужчины здесь горячее желание сделать первый шаг самому, пускай сам и делает. Вам сейчас не стоит этого делать. Решать, конечно, вам и только вам, но информация такова. Если уже появился вчера, сегодня, завтра в эти дни, с какими энергиями? Искренне или как? Серьезная душевная борьба была в сердце этого мужчины. Он что-то выжидал, возможно, долго не появлялся или ждал от вас действий, ждал от вас каких-то решений, инициатив. Но ему пришлось в итоге сделать первый шаг, несмотря на такую душевную борьбу. И энергии эти искренние, безусловно. Да, энергия искренняя. Несмотря на то, что он такой весь из себя расчетливый достаточно мужчина, холодный, весьма холодный, закрытый. Да, говорю закрытый, нам показывает как раз такой аркан. Но он все-таки сделал вывод, что лучше ему появиться, лучше даже для него самого появиться, потому что, ну, не может без вас. Искренняя энергия здесь. Как вам лучше сейчас себя вести с этим мужчиной? Давайте-ка посмотрим. С точки зрения Таро. Ваша правильная тактика поведения сейчас с этим человеком. Никаких активных действий. Здесь сейчас не стоит предпринимать никаких принимать решений конкретных и предпринимать конкретных действий. Эта карта вообще бездействия. Не просто бездействие, а прям даже связанный здесь человек, окруженный мечами, частоколом из мечей. Лучше не предпринимать никаких действий. Да, сегодня выходит такой аркан. Если вы сейчас надумаете уйти из отношений, выйти, его реакция. Очень опечален будет, разочарован. Расстроен, расстроится наш мальчик. Очень даже сильно. Вот это будет его реакция. Уход в себя. У кого-то даже запить может, если алкогольная зависимость присутствует. Очень сильно расстроится. Ну, прям очень-очень-очень. Как он считает, вы к нему относитесь сейчас? Какие чувства испытываете? Вообще, как к нему относитесь? Ну, он считает, что вы очень много думаете о нем, а еще испытываете много иллюзий на его счет. Питаете много иллюзий. Вы не совсем реалистично его видите. Считает, что наделяете его некими качествами, которыми он не обладает. Где-то в чем-то романтично видите его. То есть он гораздо проще, гораздо более приземленный и гораздо считает, может быть, не совсем даже достойным ваших иллюзий. Вот так он считает сейчас ваши отношения. Если предстоит дата, с которой он должен был бы вас поздравить, но вы сейчас с ним в расставании, он планирует вас поздравить? Ой, да пока не знает он, пока нет у него четкого плана и четкого желания поздравлять или нет. Ну, это вот так, это двойка мечей. А есть ли вероятность того, что все-таки поздравит? И вероятность здесь весьма спорная. Для части из вас, да, поздравит, но как-то это может быть криво, косо, непонятно. Или же ему очень сложно это сделать, переступить через свою гордость, возможно, через обиды или еще что-то, преодолеть некие внутренние препятствия для того, чтобы это сделать. Так что сегодня непонятная ситуация у нас. У мужчины каша какая-то в голове сейчас по этому поводу. А если предстоит дата, с которой вам его нужно поздравить, но вы с ним в расставании, стоит ли его поздравлять вам? Очень для многих из вас эти отношения стали грузом. Вам стало тяжело в этих отношениях. Но несмотря на это, поздравить все-таки его можно. Но не ждите фееричной реакции. Вряд ли она будет фееричная. Мужчине тоже тяжело. Ему непросто, далеко. Но его может порадовать это. Однако же реакция его именно из-за того, что ваши отношения, они обросли проблемами. Вот реакция его, она, конечно, непредсказуемая. Смотрите, выбирайте сами. Так, ну что, по-моему, все спросила.
Если что-то забыла, не обессудьте, в следующий раз обязательно спрошу. Еще один вопрос. Что он планирует сейчас по поводу вас? Вообще есть какие-то планы конкретные по поводу вас и его? Я могу сказать вам одно. Здесь мужчина как пытался доминировать в отношениях. Я не знаю, в открытую или это скрытое доминирование. Так он и будет доминировать. Так что планы в дальнейшем доминировать в ваших отношениях. Неважно, вы расстались или вместе, но здесь мужчина такой, с таким вот характером. Все, пожалуй, все. Теперь буду смотреть блок информации для тех, у кого есть соперница. Девочки, если нет соперницы, пожалуйста, выключайте расклад, не накручивайте себя зря. Не придумывайте лишнего. Если точно есть, смотрим, что у него с соперницей сейчас. Кстати, в ближайшее время планирую расклад о нем и сопернице. Если нужно, отпишитесь в комментариях, пожалуйста, под этим видео. Ну, в общем, знаете, недавно выходила такая информация, она повторяется. Сейчас эта женщина, причем в достаточно жесткой, возможно, даже ультимативной форме, требует от мужчины, чтобы он прекратил отношения с другой женщиной. Еще для многих из вас здесь может быть так, что мужчина переписочки ведет. Переписки могут быть в интернете, возможно, знакомиться в интернете с кем-то. Или же идет переписка активная в инете, в мессенджерах. Соперница ваша об этом знает. Мы сейчас не будем разбирать ее, так сказать, моральный облик, потому что здесь тоже меня многое напрягает, но пока это упустим. Она практически ультиматумы ставит сейчас этому мужчине, чтобы он прекратил какое-либо общение с кем-либо другим, кроме нее. Она хотела бы сохранить эти отношения, она хотела бы, чтобы воцарился мир, покой, гармония, что с ним весьма и весьма сложно, но это не получается, и там прям такая войнушка у них идет, и она делает это, так сказать, с благими намерениями, но ставит ультиматумы. Так что достаточно напряженно сейчас там все у них происходит, и ситуация весьма сложная для вашего мужчины. То есть она знает о присутствии другой женщины, как минимум одной, у кого-то, к сожалению, даже не одной. И она соответствующим образом выставляет определенные требования. Вот такой сегодня у нас получился расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на мои каналы, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео на YouTube. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения, света. И, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вас люблю. Пока-пока. До следующего расклада.